Ранее стало известно, что заместитель министра иностранных дел Армении Ваган Костанян посетил Иерусалим, где изучал возможности открытия новой страницы в армяно-израильских отношениях. Теперь постепенно проясняются дополнительные детали его визита, позволяющие шире оценить контекст потенциального сближения. Согласно публикации Israel National News, одним из ключевых вопросов на переговорах стала инициатива TRIP – проект, который, по данным источников, рассматривается как важный элемент будущего двустороннего сотрудничества. Дипломатический источник, комментируя динамику контактов, подчеркнул, что Израиль видит в происходящем возможность аккуратного сближения с Арменией, которая при этом сохраняет стратегические связи с Ираном. Израильская сторона настаивает, что еврейская религиозная жизнь в Армении проходит свободно, а государственная политика не носит враждебного характера. Тем не менее, фактор Тегерана остается ключевым. Именно связи Армении с Ираном, по мнению израильских аналитических кругов, продолжают играть определяющую роль в формировании политики Израиля в отношении Еревана. Отдельно упоминаются утверждения, что Иран якобы использует армянское направление как транзитный коридор для обхода санкций. Это делает отношения Армении и Ирана чувствительным элементом в сложной структуре ирано-израильской напряженности. На этом фоне Израиль проявляет интерес к расширению экономических и инфраструктурных проектов на территории Армении. По словам израильского журналиста Романа Ципина, который выступает за развитие диалога между двумя народами, у Еревана даже может появиться возможность приобретать у Израиля современные виды вооружений. Параллельно в израильско-турецко-сирийском треугольнике развивается своя линия событий. Турецкие СМИ, комментируя молчание Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца относительно недавнего инцидента в районе Бейт-Джин, утверждают, израильские власти намеренно понижают градус публичных заявлений, чтобы не обострять отношения с Анкарой. Турция, усиливающая вовлеченность в сирийские процессы, остается крайне чувствительным игроком, и столкновение Израиля с режимом Аль-Джулани потенциально может втянуть ее в конфликт. Сценарий, которого в Иерусалиме стараются избежать. Ночная операция «Цахал» в Бейт-Джинне привела к тяжелым последствиям. По меньшей мере 13 человек погибли. Попытка задержания двух местных жителей, которых израильская сторона обвиняла в терроризме, столкнулась с ожесточенным сопротивлением. В ходе столкновения израильские силы потеряли бронемашину «Хаммер», а 6 военнослужащих получили ранения. После провала наземной фазы израильская армия перешла к нанесению авиаударов по району. МИД Сирии резко осудил действия Израиля, а телеканал Кан сообщил, что администрация Дональда Трампа намерена направить в регион представителей для обсуждения путей деэскалации. На внутреннем политическом фоне Израиля развернулась еще одна значимая линия. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подал президенту Ицхаку Герцогу прошение о помиловании. Министр обороны Исраэль Кац поддержал инициативу, заявив, что юридические обвинения стали источником раскола в обществе на протяжении десятилетия и что страна нуждается в едином руководстве на фоне усиливающихся внешних угроз. По его словам, помилование может снять внутреннее напряжение и позволить государству сосредоточиться на стратегических вызовах. Тем временем иранские СМИ сообщают, что Израиль готовится ко второму этапу войны, а группировка Джейш аль-Адл заявила об объединении террористических структур на юго-востоке Ирана. В Иране утверждают, что Израиль стремится сформировать свою версию «Кольца огня», пытаясь изменить региональный баланс. Израильская армия тем временем усиливает оборонительные меры на северных рубежах. Командующий Северным командованием генерал-майор Рафи Мило посетил голландские высоты и провел оценку ситуации, подчеркивая высокую степень боеготовности войск. Войска находятся в высокой степени боевой готовности, находятся в обороне и готовы к развитию событий в Сирии и Ливане.
Цахал акцентирует необходимость упреждающих действий против угроз, исходящих из Сирии и Ливана, поскольку, по словам Мила, Израиль не может ждать, пока противник нападет. Он отметил вклад резервистов 55-й бригады, действовавшей в районе Бейт-Джанна, и выразил благодарность личному составу, пожелав раненым скорейшего восстановления. Параллельно с обсуждением региональных вопросов в Израиле и Армении все активнее звучит позиция Турции, которая стремится закрепить собственную повестку на Ближнем Востоке. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган, выступая в Ататюркском культурном центре на церемонии вручения премий Илим Яйма, вновь резко высказался по ситуации в Газе. По его словам, гуманитарные и образовательные потери в палестинском секторе приобрели беспрецедентный масштаб. Эрдоган заявил, что 80% всех учебных заведений Газы, 668 зданий, повреждены в результате израильских ударов. При этом 165 школ и университетов полностью разрушены, а еще 392 объекта стали непригодными к эксплуатации. Турецкий лидер добавил, что за время конфликта были убиты около 13 500 студентов, свыше 830 учителей и сотрудников образовательной сферы, а также 193 ученых и академика. Он подчеркнул, что более 785 тысяч учащихся лишены права на образование, охарактеризовав происходящее как не случайность войны, а сознательную и спланированную политику массового уничтожения. Позднее, продолжая критику в адрес Израиля, Эрдоган обвинил его в нарушении режима прекращения огня и отметил, что, несмотря на провокации, Хамас, по его словам, проявляет терпение в соблюдении перемирия. На этом фоне усиливается турецко-армянский дипломатический трек, который развивается параллельно региональным кризисам. В Стамбуле состоялась встреча министра экономики Армении Геворга Папаяна с министром сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагимом Юмаклы. Переговоры были посвящены экономическому взаимодействию в рамках инициативы ТРИП, известной как «Маршрут Трампа». Стороны обсудили целый ряд важных вопросов. В числе приоритетов – возможность возобновления железнодорожного сообщения между Гюмри и Карс, дальнейшее развитие экономических, торговых и логистических проектов в рамках инициативы ТРИП, а также задачи диверсификации рынков и создания новых транспортных коридоров. Кроме того, обсуждалось расширение двусторонних экономических интересов. Министры отметили регулярность контактов между Ереваном и Анкарой и подтвердили готовность продолжать диалог. Все это говорит о том, что турецко-армянский трек активно развивается, даже на фоне общей региональной турбулентности, а проект ТРИП становится все более заметным элементом новой архитектуры взаимодействия. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на Objective News TV, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости со всего мира и с Ближнего Востока.